That's where this lesson goes. Это вот о чем этот урок. Father, fill just this last segment tonight. Fill it up. Отец, наполни это время, которое мы еще проведем сегодня. And Lord, if there's any ministry you want us to do before we finish tonight, you got to let us know. Господь, если есть какая-то молитва, которую ты хочешь, чтобы здесь произнесена была до того, как мы завершим, поведи нас в этом. When we did this in Kharkov, we had the prophetic sessions during the day. Когда мы проводили такую школу в Харькове, мы днем проводили занятия. А по вечерам у нас еще были просто служения, обновления. То есть как бы немножко было такое облегчение после тяжелого учения. We can do a all-night prayer after this. Oh my gosh. О, мамочки. I have a confession. Мне придется вам исповедоваться, признаться. I did an all-night prayer one time in my life. Я в своей жизни на всеночной молитве присутствовала только один раз в жизни. I did a 24-day fast once. И на 24 дня пост я взяла только один раз в своей жизни. But one of my most earnest prayers. Но одна из моих самых искренних молитв. Please don't make me fast. Боже, не заставляй меня поститься. Anyway. Ну ладно. That's why your wilderness was so long. Okay. Dark night of the soul. Итак, темная ночь души. If you could feel the Lord in the wilderness. Если вы еще в пустыне могли чувствовать Господа как-то. If you could sense a bit of His touch. Если вы еще как-то ощущали Его прикосновение хотя бы немножко. If you could understand what He was doing to you in the wilderness. Если у вас еще было хоть какое-то понимание, что Он с вами делает, когда вы проходили пустыню, all of that is gone in the dark то night of the когда вы soul. входите в темную ночь души, даже тех ощущений уже нет. You can't feel Him. Вы Его вообще не чувствуете. He's not there. И кажется, что Его нет рядом. You want Him to be. Вам очень хочется, чтобы Он был рядом, But He's not there. но вы Его не чувствуете, Его нет. It's like your hope is gone. Такое чувство, что всякая надежда ушла, And you're empty. и вы полностью And пустые, He's not filling it. и Он вас никак не наполняет. Back in, I think it was the 15th or 16th century. Мне кажется, еще где-то в 15 или в 16 столетии There was a woman whose name was Madame Guyon. была такая женщина по имени мадам Гион, Жанна Гион. And she, if I can get the quote right, she И если я правильно смогу процитировать ее слова, said, то она говорила, when you can press in and love the Lord, when you can press in and love the когда Lord ты можешь стремиться к Господу и любить Господа, without the slightest registration of His presence, без малейшего намека на то, что Его присутствие рядом, when there is nothing there, когда ничего уже, кажется, не осталось внутри тебя, and yet love Him for His own sake, но при этом ты Его любишь просто ради Его самого, there begins the test of discipleship. вот тогда только начинается истинное испытание твоего ученичества. And with that, И с этими Psalm словами 88 я хочу is сказать, the что dark night of the soul psalm, and there is no hope in it. 87-й псалом — это псалом, который отражает темную ночь души, и в нем нет ни малейшей надежды. Let's bounce it back and forth because there's some comments. So he starts out with, "O Lord, the God of my salvation, I have cried out by day and in the night before you." И начинается: «Господи, Бог...» Это 87-й псалом. «Господи, Бог спасения моего, днем и ночью взываю к Тебе. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. Пусть достигнет Тебя молитва моя. Услышь мою мольбу. For my soul has had enough of troubles, and my life is drawn near to Sheol." Насытилась душа моя страданий, и жизнь моя приблизилась к миру мертвых. In other words, he said, "This is so bad Он, то есть, другими словами, говорит, что все сейчас настолько плохо, that I'm near death. что я уже кажусь себе при смерти. I am reckoned among those who go down to the pit. I have become like a man without strength." Я стал как те, кто спускается в пропасть, как потерявший силу человек. In other words, I've been reduced to a place of total weakness. То есть я очутился в полной слабости. And my friends think I'm going to hell. И мои друзья думают, что я иду в ад.
Forsaken among the dead, like the slain who lie in the grave, whom you remember no more, and they are cut off from your hand. Я брошен между мертвыми, и я подобен убитым, лежащим в могиле, о которых ты уже не вспоминаешь, и которые от твоей руки отторгнуты. Yeah, you've forgotten me, God. I can't feel you. You're not there. То есть ты меня забыл, Боже, я тебя не чувствую, нет тебя рядом. You have put me in the lowest pit, in dark places, in the depths. Ты положил меня в глубокую пропасть, в темную бездну. In other words, you did this to me. То есть это ты со мной это все сделал, он говорит. Your wrath has rested upon me, and you've afflicted me with all your waves. Тяжестью лежит на мне твой гнев. Все волны твои захлестнули меня. The picture that he's painting is like when you've been to the beach. От картину, которую он здесь изображает, вот вы были на берегу, And a sneaker wave hits you. И как будто бы неожиданная волна на вас нахлынула, и она захватила вас в воду, и вы по дну покатились, у вас песок набрался в одежду, и вы захлебываетесь водой, и когда вы начинаете выбираться на берег, другая огромная волна захватывает вас и засасывает обратно, и потом еще одна, и потом еще одна. He says, that's how it's been for me. И он говорит, что вот так вот я себя чувствую. And he says, you did this. И он говорит, это ты со мной все это сделал. You have removed my acquaintances far from me. You've made me an object of loathing to them. I'm shut up and cannot go out. Ты отвратил от меня друзей моих, сделал меня для них страшилищем. Я заключен и не могу выйти. You probably won't have many friends when you're in the depth of the dark night of the soul. Когда ты проходишь в самой глубине темной ночи души, ты, скорее всего, мало кто из друзей будет рядом с тобой. Because they don't want to be around you. Потому что им просто не захочется быть рядом с вами. And because they're praying for it all to end and it doesn't end. Потому что они будут молиться за то, чтобы все это в вашей жизни прекратилось, а оно не будет прекращаться. And that becomes threatening to them. И для них это становится уже пугающим. Because they feel helpless. Потому что они начинают чувствовать себя беспомощными. And because they're afraid this might happen to them too. И они начинают бояться, что с ними тоже такое может произойти. Особенно если они были до этого научены всяким странным принципам о том, как должен Бог тебя только счастливым делать. И он говорит, что я заключен и не могу выйти. Когда я проходил глубину вот этого переживания, были дни, когда я вставал утром с кровати, у меня уже руки тряслись. И я просто не мог встретить людей, не мог идти на встречу с людьми. У меня офис на то время был прямо в моем доме, и я просто закрывался там. И также он говорит, я заключен и не могу выйти. Глаза истомились от горя. Господь, я взывал к Тебе каждый день, простирал к Тебе руки свои. In other words, I've wept until I don't have any tears to weep anymore. То есть я столько плакал, что уже слезы закончились. But here's the first key to his survival. И вот тут первый ключ к его выживанию. And you'll read this several times in the psalm. И вы потом прочитаете это несколько раз еще в псалмах. Every day I continue to pray. Каждый день я продолжал молиться, взывал к Тебе каждый день. If you want to get through this, do not surrender your spiritual disciplines, no matter how you feel. Если вы хотите из этого выбраться, пройти это, не прекращайте свои духовные дисциплины, независимо от того, как вы себя чувствуете. So he keeps his prayer discipline. То есть он молитву в своей жизни сохраняет как дисциплину. And then he turns sarcastic because he's angry. А потом в своем гневе он начинает говорить с сарказмом. Will you perform wonders for the dead? Разве для мертвых ты творишь чудеса? Will the departed spirits rise and praise you? Разве встанут духи умерших, чтобы прославлять тебя? It's like he's saying, you narcissistic heavenly. Он просто говорит, ты просто, Боже, Боже, ты просто какой-то вот чурбан, который сидит там на небе и только о себе думает. Ты хочешь, чтобы люди тебя только хвалили. А как я в этом состоянии буду тебя хвалить? Я же как мертвый. Will your loving kindness be declared in the grave, your faithfulness in Abaddon? Неужели в могиле будет возвещена милость Твоя и верность Твоя в погибели? Will your wonders be made known in the darkness and your righteousness in the land of forgetfulness? Разве в мире тьмы познают чудеса Твои и праведность Твою в земле забвения? It's like he's saying, you're a bad God. Он по сути говорит, ты плохой Бог. There were times when I was in the dark night of the soul that I
I called God some of the foulest names I could think of. И когда я проходил свою темную ночь души, в определенные моменты я Бога обзывал, наверное, самыми грубыми матами, которые я только знал. And lightning didn't strike me from heaven. И, кстати, молния меня не убила за это. Matter of fact, I think he fell off his throne laughing. Мне такое чувство, что Бог вообще просто так смеялся надо мной в эти моменты, что упал со стульчика. Almost like, are you done yet? То есть он как будто бы говорил, ну что, закончил, да, уже наконец-то. God would rather have a relationship with us in which we're angry and expressing it. Бог предпочитает иметь с нами отношения, в которых мы будем честны о своем гневе и не будем стесняться этот гнев ему выразить, Than to have no relationship at all. чем вообще будем избегать каких-либо отношений с ним. And so it's like he's saying, you're a bad God. То есть, по сути, он здесь ему говорит, ты плохой Бог. But I, O Lord, но, Господи, я cried out to you for help. к Тебе взываю. And in the morning my prayer comes before you. Ранним утром молитва моя будет There he перед is Тобой. again maintaining his prayer discipline. То есть опять мы видим, что он соблюдает дисциплину молитвы. Oh Lord, why do you reject my soul? Why do you hide your face from me? Зачем Ты, Господи, отвергаешь мою душу? Зачем скрываешь от меня лицо свое? There were times when I seriously questioned whether God loved me. Вообще были времена, когда я очень серьезно сомневался в том, любит ли меня вообще Бог. Because I couldn't feel him. Потому что я ничего не чувствовал. I was afflicted and about to die from my youth on. I suffer your terrors. I am overcome. С юности я страдаю и близок к смерти. До отчаяния доведен я ужасами Твоими. So he's saying this has gone on for a long, long То есть time. он говорит, это со мной происходит уже давно, очень давно. And I'm overcome. I can't deal with it anymore. И это уже меня начинает преодолевать. Я уже не могу, я доведен до отчаяния, не могу справиться. You've probably heard it said, God will never give you more than you can handle. Вы, наверное, слышали, как люди, как вам говорят, что Бог не даст вам больше, чем вы можете выдержать. That's an unscriptural lie. Это ложь, которая не основана на Писании. He will give you more than you can Он handle. даст вам больше, чем вам кажется, что вы можете выдержать. But never more than he can handle. Но не больше, чем Он может выдержать. Your burning anger has passed over me. Your terrors have destroyed me. Твоя ярость прошла надо мною, твои устрашения сокрушили меня. They've surrounded me like water all day long. They've encompassed me altogether. Как вода окружают они меня целый день, поглощают меня целиком. I'm drowning. Я тону. I'm sinking beneath the water and I can't get up. Я тону под этой водой, и я не могу выбраться. You have removed lover and friend far from me. My acquaintances are in darkness. Любимых и друзей отдалил Ты от меня, и тьма, мой близкий друг. My friends can't stand to be around me anymore. Мои друзья уже просто не могут выдержать быть рядом со мной. And I'm alone. И я одинок. That's the end of the psalm. И на этом заканчивается псалом. It's the only psalm without a shred of hope. И это единственный псалом, в котором нет ни доли надежды. It's about the dark night. И он описывает темную ночь. But throughout it, he maintains his discipline. Но мы видим, что, проходя это все, он все равно продолжает сохранять дисциплину духовную. Like Madame Guyon, if you can press in and love the Lord for his own sake. Так как говорила это Жанна Гион, что если ты будешь продолжать стремиться к Господу и любить Его только ради Его самого, When there's no registration of his presence. когда тебе уже нету ни малейшего ощущения Его присутствия, никакого Его прикосновения даже приблизительно не ощущается, Then begins the test of тогда discipleship. начинается вот это вот испытание, закалка твоего ученичества. Purpose number one of the dark night of the soul И цель номер один в темной ночи души is abandonment of hope of personal reward. — это оставить надежду на личную награду. Go ahead and read that. Давайте прочитаем этот отрывок от Луки 17:7-10. «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращению его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и подпояшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Your syllabus says the prophet cannot serve for personal reward at any level. He or she must serve for love alone. Success is toxic. И то, что у вас дальше написано в конспекте: пророк не может служить ради личной выгоды на каком-либо уровне. Он или она должен служить только ради любви, потому что успех токсичен, ядовит.
Много лет назад Боб Джонс сказал одну фразу, которую я никогда не забуду. Он говорит: будь у тебя 5 или 5000, все равно цена одинаковая. И вы знаете, если бы здесь сидело всего 5 человек, помазание Бог бы давал то же самое. Такое же благословение, как если бы в аудитории было там 15 000 людей. Your syllabus says, as long as any degree of need for personal reward or recognition motivates our service, that desire pollutes our ministry and colors our words. И дальше написано в конспекте: до тех пор, пока какая-либо степень нужды в личной выгоде или признании еще мотивирует наше служение, это желание загрязняет наше служение и окрашивает наши слова. We'll hear from our own hearts, we'll be insensitive to people. Мы будем слушать то, что нам наши собственные сердца говорят, мы будем нечувствительны к людям. We'll cause damage to the body of Christ. Мы будем приносить ущерб телу Христову. And the truth is that we are functionally blind to what our real motivations are. И истина в том, что мы сами слепы к истинным нашим мотивам наших поступков. When I was in the depths of this, I had an angry conversation with God. Когда я проходил самые глубины этого, однажды у меня был такой гневный разговор с Богом. And I said, Lord, I just wanted to connect people with you. Я говорил: Господь, но я же просто хотел, чтобы люди соединились с Тобой. I just wanted to win souls to you. Я просто хотел завоевывать души для Тебя. The Lord said, yes, but you also wanted to have the largest church in town so you could feel validated and important. И Господь сказал: ну да, но ты также хотел, чтобы параллельно у тебя была самая большая церковь в городе, для того, чтобы ты чувствовал, что твои усилия не напрасны, и ты такой вот важный человек. Lord, I just wanted to preach your word with power so I could turn the hearts of people to you. Господь, но я просто хотел проповедовать Твое слово в силе, чтобы сердца людей к Тебе обращались. Yeah, but you also wanted to impress them with your gifting and bask in their praises for your deep and profound wisdom. Да, но ты тоже хотел впечатлить их своими дарами и купаться в их похвале того, какой ты мудрый и какое у тебя глубокое учение. And I had a longer list of objections than that. И у меня было намного больше еще аргументов перед Богом. And the Lord destroyed every one of them. И Господь каждый из моих аргументов просто уничтожал. Something really important had to be broken in me. Потому что во мне должно было сокрушиться нечто очень важное. And it could only be broken. И это может быть сокрушено. I wish I could have repented and had it all go away. Конечно же, хотелось бы, чтобы можно было просто покаяться, и это быстренько все ушло. But it doesn't work that way. Но так не получится. Wilderness can get you started with this. Пустыня может начать этот процесс внутри вас. I'm not sure how this translates, but the dark night of the soul will kill you to death. Но именно темная ночь души наконец-то полностью убьет вас и даст вам пережить смерть полную. Here's the second purpose. И вот вторая цель темной ночи. Exposure and purification of defects. Это разоблачение и очищение недостатков. To expose and purify defects by breaking them. Разоблачить и очистить от недостатков через их сокрушение. It's like an overload. Это все равно, что перегрузка идет. I knew I had rejection issues. То есть я знал, что у меня есть проблемы с восприятием отвержения. Я знал, что у меня где-то это есть. Потому что я помогала родителям придумать название для многих принципов внутреннего исцеления. И я перемолился всеми молитвами прощения. И я знал все молитвы об исцелении. И я каялся во всем, что только можно. Но твердыня оставалась внутри меня существовать. Потому что это определенная привычка, это образ мышления, это восприятие вещей. И складывалось впечатление, что единственный способ, как Бог мог по-настоящему все это сокрушить, это чтобы загрузить меня таким большим чувством отвержения, что вся эта внутренняя структура отвержения просто сломалась под этим весом. И до тех пор и потом мне стало все равно, отвергают меня или не отвергают. Уже мне было все равно, насколько меня люди принимают. И мне пришлось признать в определенный момент, что нет у меня чистых мотивов. Что сколько бы я себя не убеждал в противоположном, на самом деле мое сердце не думало так, как Бог, и не действовало так, как Бог. Мне пришлось признать, что я не такой вот добрый и мудрый человек, которым я всегда себя считал.
Мне очень хотелось быть таким. И я даже думал, что я такой. Я вот ходил к людям в больницу, их проведал. Я такой добрый. А потом люди мне говорят, что я не добрый. Как? Что вы говорите? Но к тому моменту, когда я прошел эту темную ночь души, я этого осознал. Я понял страдания совершенно на другом уровне. И это просто мне нужно было пройти, чтобы это произошло. Римлянам 7:18. Некоторые люди говорят, что Римлянам 7 Павел написал, когда он переживал отступничество личное. But he wasn't looking back on his history. Но нельзя сказать, что он... They'll say, let me correct that. They'll say that he wrote this about his condition before he was a Christian. Вернее, нет. Некоторые люди говорят, что эти слова он написал о своем состоянии до того, как он стал христианином. But it's all written in present tense. Но на самом деле здесь он употребляет глаголы в настоящем времени. He was talking about what he was like right then. То есть он описывает свое состояние в тот момент, когда он уже как апостол это писал. This is the apostle toward the end of his ministry. He writes Это this то, about the way he is now. Слова, которые пишет апостол, который уже приближается к завершению своего служения, и он описывает свое состояние такими словами. So he says, "For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh." И он говорит, ибо знаю, что не живет во мне, что есть во плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Понимаете, мы не хорошие люди, которые чуть-чуть испортились, и их нужно чуть-чуточку полечить. Мы грешники до самого своего естества, полностью прогнившие. И нам необходимо распяться с Иисусом на кресте для того, чтобы жить, чтобы потом воскреснуть и жить. Даже Иисус, безгрешная личность, сказал, почему ты называешь меня добрым? Никто не добрый, кроме Бога. И вот эти греховные структуры, они имеют даже жизнь, они живут сами по себе. Это привычки, которые постоянно себя воспроизводят. Часто мы даже не осознаем, что мы это делаем. Потому что они имеют определенную силу, которая захватывает нас. И иногда это все происходит за нашим сознательным поведением. И из-за этого другие люди получают раны. Даже когда мы совершенно не хотели их ранить. И темная ночь души обличает это все, выводит это все на поверхность и разбивает это в вас через то, что вы страдаете. Иисус простил грех на кресте. Это благодать Божья. Он одел нас в свою праведность. Это благодать Божья. Но от этого автоматически внутри нас не разрушаются твердыни. И вот поэтому есть Евреям 12:14, где сказано, что мы стремимся к святости, освящению, без которого никто не узрит Господа. Третья цель — отказаться от себя, отчаяться в себе. Ни один пророк не может пророчествовать чистое слово, не имея ясного откровения о любви Отца. And no human being can understand the Father's love apart from knowing how much He forgave and what it cost Him to do it. Ни один человек не сможет принять любовь Отца, не осознав, как много Он простил и чего это Ему стоило. You know, Jesus said to the woman who came and washed His feet. Remember the sinful woman? Помните женщину-грешницу, которая пришла к Иисусу и омывала Ему ноги? He who has been forgiven little loves little. Он сказал тогда, что кому мало прощено, тот и любит мало. One who's forgiven much loves much. А кому много прощено, тот и любит много. Until you've been through a dark night of the soul, you don't know how perverse you are. Поэтому, пока ты не прошел темную ночь души, ты даже не знаешь, какой ты извращенец на самом деле в глазах Бога. So you don't really know how much
И, соответственно, ты не понимаешь до конца, как много Иисус ради тебя пожертвовал. И, соответственно, не понимаешь глубину Его любви к тебе. И, соответственно, не способен любить Его в ответ с той же глубиной. Еще один принцип, когда грех обличается, то тогда он лишается силы. И тогда уже нечем крыть, нечем защищаться. И тогда после этого наконец-то приходит чувство безопасности в Боге и покоя. У меня однажды был друг, у которого в жизни просто пошла полоса каких-то огромных неприятностей. У него рушилось служение. И он говорил: Господи, ну сколько же еще это должно длиться, доколе? И Господь сказал: до тех пор это будет длиться, пока нечего будет защищать, пока нечего будет прикрывать. Мои успехи никогда не смогут стать основанием для моей уверенности. Иоанна 15:5. Без меня не можете делать ничего. Я могу быть уверенным в нем только тогда, когда я полностью отчаялся в себе. Чистый пророческий голос может течь только через тот канал, который прошел подобное сокрушение. Четвертая цель — это вера без собственных планов. И это происходит, когда разбита каждая мечта и распята всякая надежда. Вы знаете, все это может звучать просто ужасно, но поверьте мне, что все не так страшно. See, when you've surrendered all those hopes and all those dreams, and you're no longer holding them over God. Потому что когда ты отпустил все свои надежды, все свои мечты, ты больше не требуешь их от Бога. When those things are no longer part of your relational contract with Him. Когда эти все твои расчеты в отношениях с Богом больше не являются частью твоего контракта в отношениях с Богом, then those things don't come between you and Him anymore. То тогда это все уже не становится препятствием в твоих отношениях с Богом. And you come to the place that Job came to. И ты приходишь к тому состоянию, к которому пришел Иов. When he said, "Though he slay me, yet I will trust in him." Когда он сказал, что даже если он меня поражает, я все равно буду доверять ему. That was Job in his dark night. И это то, что говорил Иов в его темной ночи. So your syllabus says, "Will I die to my agenda in order to be alive to his?" И у вас в конспекте здесь сказано: умру ли я для своих планов, для того, чтобы жить для его планов? Will I trust him enough to die to the dreams and hopes I've lived for all these years? Буду ли я достаточно ему доверять для того, чтобы умереть для мечтаний и надежд, с которыми я жил все эти годы? Will I have the faith to trust that he equally blesses me when the world as I know it comes crashing down around my ears? Будет ли у меня вера доверять ему в том, что он всегда одинаково благословит меня, даже когда мир, каким я его знаю, оглушительно рушится вокруг меня? Purpose number 5 I like best. Пятая цель мне больше всего нравится. Rest for the higher functions of the Spirit. Покой ради высших действий Духа. You find yourself having just a greater ease of movement in the Holy Spirit. Ты обнаружишь, что у тебя появляется значительно большая легкость движения в Духе. You hear God's voice much more easily. И ты значительно легче слышишь и различаешь голос Божий. Because you're much more ready to hear anything He has to say. Потому что ты просто уже в том состоянии, когда ты готов услышать все, что угодно, что Он скажет. You're not afraid of certain things. Ты не боишься, что Он скажет тебе что-то такое, что тебе неудобно. Because you really know that God's good all the time. Потому что ты уже действительно знаешь, что Бог благой всегда. You enjoy real loving fellowship with И ты Him. начинаешь наслаждаться настоящими отношениями любви с Ним. You begin to see Him as He is in a more accurate way. И начинаешь видеть Его таким, какой Он есть, и более точно видеть Его. Jesus shines through you more cleanly И тогда Иисус может сиять через тебя более instead ясно, of through a dirty window. вместо того, чтобы Его свет пытался пробиться через твое грязное окно. On your syllabus page it says, "In your unbroken and immature state, these functions suffer from the taint of our personal agendas, needs and desires."
Здесь у вас в конспекте написано: в нашем сокрушенном и незрелом состоянии эти действия страдают от неприятного налета наших личных планов, нужд и желаний. Всего того, где мы пытаемся манипулировать разными методами и средствами ради обретения того, что, как нам кажется, мы должны иметь. Do you understand that's where some of the false prophecies of recent years have come from? Вы вообще понимаете, что именно вот по этой причине за последние годы стали появляться вот такие ложные пророчества? I think just about anybody in this room is old enough to remember the Y2K prophecies. Я думаю, что все у вас достаточно здесь достаточного возраста, чтобы помнить пророчества, которые были Y2K, о наступлении 2000 года. All those prophetic voices got carried away with such a sense of self-importance. Пророческие голоса, они настолько были увлечены, чтобы доказать, насколько они важны, когда говорили, что в 2000-м, да, там компьютеры перестанут работать и так дальше. И это как раз был один из тех случаев в моей жизни, когда я не присоединился к большой толпе. И люди некоторые даже ушли с моей церкви из-за того, что я им говорил, что ничего при наступлении 2000 года ничего не случится. И нам не нужно копить еду заранее и запасаться там горелками, потому что свет выключат. Но из-за того, что многие люди предупреждали как бы о такой опасности, они чувствовали себя очень важными. The Y2K disaster come out with an I'm sorry body of Christ. И до сегодняшнего дня я не слышал ни одного пророка, который в то время пророчествовал, что будет крушение мира в 2000 году. Ни один из них не сказал: извините меня, пожалуйста, я ошибался. 3 weeks before the Lakeland revival failed. А за 3 недели до того, как произошло крушение пробуждения в Лейкленде, the stage was filled with prophetic people prophesying that this revival was going to just change the world. Там на сцене была целая группа пророков, которые пророчествовали о том, что вот именно это пробуждение захлестнет весь мир, и это будет вот это всемирное пробуждение. Because everybody wanted so desperately for it to happen. Потому что все просто очень сильно хотели, чтобы наконец-то пришло такое пробуждение. And those desires got in the way. И эти желания помешали ему слышать истину. I'm talking about uncrucified personal desires and agendas. Я здесь говорю о не принесенных на крест личных желаниях и планах. Sometimes it's the fear to hear what God really has to say. Иногда мы боимся услышать то, что Бог на самом деле хочет нам сказать. Lack of rest in His goodness, no matter what the outcome is. Потому что нам недостает покоя в восприятии Его благости, независимо от того, к чему эта благость приведет, к какому результату. Some of us try so hard to hear what we want to hear. И некоторые из нас так усиленно стараются услышать все-таки то, что нам бы хотелось услышать. И у меня есть целая полочка, где лежат мои блокноты, где записаны слова, которые мне очень хотелось услышать, но в конечном счете они оказались неточными, потому что это было просто мое желание. There is a difference between faith that God will do a particular thing and faith in God. And faith in who God is, regardless of what He does. Есть написано, есть разница между верой в то, что Бог сделает что-то особенное, и верой в то, кем является Бог, независимо от того, что Он делает. The prophet must walk rested in who God is. Пророк должен жить с уверенностью, с уверенным спокойствием относительно того, кем является Бог. Think how hard it must have been for for Jeremiah to prophesy destruction for Jerusalem, the city that he loved. Представляете, насколько было тяжело Иеремии пророчествовать о разрушении Иерусалима, города, который он так любил. And how appealing it would have been in Jeremiah 28 to hear Hananiah say, "No, all the utensils that have been taken away are coming back. Israel's going to be restored within." И насколько привлекательно звучали, как в Иеремии 28 главе, как Анания там начала говорить: "Да нет, все то, что было украдено, вернется." How hard would it have been for Jeremiah to stand against him? Насколько сложно Иеремии было бы выступить против такого приятного, многообещающего слова. Even to know that even in the destruction, God is good. И при этом оставаться, быть уверенным, что даже когда вокруг разруха, Бог благ. That's faith.
Это отражение веры. That's a gift that's rested and cannot be shaken. Это действительно тот дар, который утвержден и который не может быть потрясен. That takes a prophet who doesn't need the approval of men. Это показывает, для этого нужен пророк, который не нуждается в одобрении людей. Purpose number 6 is love for God. 7-я цель — это любовь Божья, любовь к Богу. Is to bring about a love for God that passes beyond loving Him for what He has done or will do for us. Переживание оно приводит к обретению такой любви к Богу, которая идет дальше той любви, которой мы любим Его за то, что Он сделал. It's not, Lord, I love you because you've done all these things. Мы уже не говорим: Господи, я люблю Тебя, потому что Ты вот это вот все хорошее сделал. I love you for you. Но я люблю Тебя просто ради Тебя самого. It's to love God beyond loving Him for the reward we get from feeling it. Это любить Бога превыше того чувства, которое мы получаем тогда, когда мы Его любим. Would I love God if it no longer felt good to love Him? Интересно, любил бы ли я Бога, если бы ощущение любви к Нему не приносило мне приятного чувства? I wonder how much love Paul felt when he was under the lash. Интересно, сколько любви чувствовал Павел, когда его били, побивали? So it's the end of I love you, Lord, because. То есть в этот момент заканчивается фраза: «Я люблю Тебя, Боже, из-за того, что...» It's the end of constantly judging how well God is doing. И в этот момент и заканчивается ваша постоянная оценка того, насколько хорошо Бог справляется с тем, чтобы вам сделать приятно. Purpose number 7, purity of fellowship with Him. 7-я цель — чистота отношений с Ним. Philippians 3:10. Филиппийцам That I 3:10. may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его. Now listen, when you have experienced an extended period, an extended season of my God, why have you forsaken me? Послушайте, когда вы пережили длительный период, в который вы взывали и говорили: Боже мой, почему ты оставил меня? Then you might begin to understand the fellowship of His sufferings. То, как пережив это, возможно, вы только тогда начнете понимать, что такое приобщение к Его страданиям. Purpose number 8 is humility. 8-я цель — это смирение. Humility forms the basis for the defeat of defensiveness. Смирение формирует основу для победы над самозащитой. With nothing to defend, we're much more free to allow failings and weaknesses to show. Когда нам нечего защищать, мы гораздо более свободны в том, чтобы позволить чувствам и слабостям проявиться. So you're no longer putting up a false front. То есть ты уже не начинаешь тут изображать красивый фасад. That false front becomes unnecessarily intimidating to people, but it's gone now. Потому что этот красивый фасад, он больше не является необходимым. Тебе не нужно больше никого впечатлять. И если я не пытаюсь прикрыть и спрятать свои недостатки, тогда на самом деле людям проще находить со мной общение. Your syllabus says, in humble vulnerability, people sense that we're truly with them, something absolutely crucial to the ministry of the prophet. И здесь дальше сказано: в смиренной открытости люди чувствуют, что мы поистине находимся рядом с ними, что является решающим в нашем служении. So we're different and we're set apart, but we're not isolated. То есть мы необычные, мы отделенные, но при этом мы не изолированы от людей. We're connected with people. Благодаря тому, что мы пережили, у людей есть ощущение возможности и связи с нами. Purpose number 9 is the last one. И 9-я цель, которую я здесь перечисляю, последний, Radical compassion. это радикальное сострадание. Because now at last you can fully identify with sinners. Потому что теперь ты наконец-то полностью отождествляешь себя с грешниками. And then finally Matthew 10:25. И последнее, что здесь цитирую, это Матфея 10:25. It is enough for the disciple that he become like his teacher. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. I want to be like Jesus. Я хочу быть таким, как Иисус. И внутри, и снаружи. I don't want to imitate him. Я не хочу имитировать Его. Этого мне недостаточно. I want to be as he is from the inside Я хочу out. быть таким, как Он, искренне и по-настоящему, внутри и снаружи вести себя I want так. it to be who I am. Я хочу, чтобы это стало частью того, кто я есть. Now, I've done a lot of talking and Итак, я много вам рассказывал. whenever I'm doing this school, I'm always asking, Lord, is there some ministry that you want us to И do? когда я провожу подобную школу, я всегда спрашиваю: Господи, нужно ли о чем-то совместно молиться? And I'm not
sure that this is a ministry time tonight. И вы знаете, я не уверен, что сегодняшний вечер — это время для молитвы. I think it's probably more valuable if I give you a chance to ask some questions. Мне кажется, что будет более ценно, если я сейчас выделю время, дам возможность позадавать вопросы. Does that sound right? Нормально, согласны так? I never want to do anything God's not doing, but I don't want to not do anything He is doing. Но я не хочу делать ничего, что Бог не делает, но при этом также не хочу не делать ничего, что Бог делает. And I love